Увлекающиеся творчеством и песнями про Афган люди наверняка слышали песню «Змея» в исполнении Владимира Мазура. Там рассказывается о солдате, который дружил со змеей. Солдат приносил ей еду, а она ждала его в камнях. Вот так звучит начало этой песни. Этот случай стал давно легендой. На чужой афганской стороне жил один солдат с любовью бедный, доверялся он одной змее. Дальше песня рассказывает о том, что друзья солдата пытались отговорить его от такой странной и непонятной дружбы. Но он их не слушал и продолжал подкармливать змею. В скором времени змея отплатила добром за добро. Навестить змею пришла пора, вдруг она обвилась возле шеи и держала парня до утра. Змея продержала парня, а на утро, когда отпустила, он вернулся в лагерь, то оказалось, что там никто не выжил после рейда духов. Таким образом она защитила своего солдата. Кажется, что песня чистый вымысел, хотя похожую историю рассказывали даже на гражданке. Но никто не воспринимал ее всерьез. Вероятно, она передавалась из уст в уста в рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Было ли такое на самом деле и может ли змея дружить с человеком? Тут будет примечателен рассказ, который поведал ветеран Афганистана Алексей Сергеевич Падалко. Он служил на радиолокационной станции наземной разведки. По ночам их задачей было вычислять душманов. Для этого и была оборудована позиция из камней. Там Алексей сидел за радаром и определял появляющиеся объекты. При обнаружении противника поднималась тревога. И вот спустя пару дней стали происходить странные вещи. То окурок пропадет, то сахар. Вскоре боец обнаружил того, кто ворует его имущество. Это была кобра, которая облюбовала себе место прямо под камнями его позиции. Но выбора не было, приходилось соседствовать. Сперва Алексей Сергеевич отходил подальше, насколько хватало провода, а потом и он и змея привыкли друг к другу. В итоге они просто не обращали друг на друга внимания. Просто привыкли. А вот уже в Союзе другие ветераны в разговоре с Алексеем Сергеевичем рассказывали, что в одном из подразделений змея и вовсе спасла парня. Она также жила на позиции, и он ее иногда подкармливал. В одной из летних ночей она встрепенулась, раскрыла капюшон и не выпустила его обратно. Не как в песне, конечно, но похожий случай. Под утро, когда солдат вернулся к своим, то, как и в песне, оказалось, что змея спасла ему жизнь. Из живых там не было никого. Так все-таки можно верить в эти истории о том, как змея спасла ветерана. И Алексей Сергеевич подтверждает и уверяет, что так было в действительности. И, конечно, верить или нет в эту историю – дело абсолютно персональное, однако о ней всерьез говорит ветеран-афганец. Да и животные, даже такие, как змеи, порой бывают не глупее людей и способны отплатить добром за добро. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.